Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня у нас с вами 4 апреля, и сегодня уникальная денежная зеркальная дата, поэтому обязательно в этот день скажите эти слова на достаток, на изобилие, на благополучие. И пусть в вашей жизни действительно это все будет в изобилии и в достатке. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии пропишите следующие волшебные слова, которые будут вибрировать именно сегодня, 4 апреля. Итак, 4 апреля наполняет меня ваше имя финансовым успехом и изобилием. Обязательно не поленитесь, пропишите в комментарии к этому видео эти слова. Также можете попросить Вселенную, чтобы вы хотели иметь в своей жизни в ближайшие полгода. И сегодня в такую вот денежную зеркальную дату, да плюс еще сегодня у нас с вами еще и денежный четверг, знаете, это обязательно осуществится. Главное, чтобы вы были с чистым сердцем, с чистыми помыслами и понимали и верили, что вы хотите иметь в своей жизни и к чему вы хотите достигнуть. Помните о том, что все зависит только от вас самих. Как вы видите, как вы чувствуете, и это важно осознавать и понимать. Итак, давайте, друзья, далее более детально разберем, что же сегодняшний день для нас представляет. Сегодняшний день, друзья, он достаточно уникален, и он особенно интересен, потому что, во-первых, у нас с вами зеркальная дата, 4 апреля, 4, 04, 04, и у нас еще есть одна четверка в самом году, да, 2024. И именно этот день считается особым, этот день считается загадочным, это день, когда мы можем произвести определенные изменения в своей жизни, но это должно быть только ваше желание, а мы со своей стороны только можем вам подсказать. В любом случае, четверка, она ассоциируется с порядком, со стабильностью, с материальным благополучием. Вообще 4 угла, 4 стороны света – это символ организации и структуры. И вообще дата, да, 4.04, она привлекает внимание своей симметрией, гармонией. И сегодняшний день может восприниматься как своего рода портал или точка сбора энергии. Кроме того, это день, когда вы можете привлечь положительные изменения в свою жизнь. И с учетом символики числа 4 и особенностей зеркальной даты, плюс сегодня у нас с вами еще денежный четверг, то можно именно сегодняшний день, 4 апреля, рассматривать как день, который очень благоприятен для привлечения денежной энергии и укрепления финансового благополучия. Также сегодня очень важно, чтобы вы работали над укреплением своего финансового фундамента, основ. Подумайте о том, как вы можете создать стабильность и, что немаловажно, привлечь энергию изобилия. Поэтому постарайтесь сегодня провести практики, провести ритуалы. Даже возьмите самое простое. Вот нету времени, нет желания что-либо делать. Просто возьмите свечу, желательно церковную. И это могут быть ароматические масла, только, пожалуйста, качественные, потому что есть, что Китай делает, да, а есть то, что вот именно делается своими руками, handmade, вот оно то настоящее. И зажгите. В этот момент себе представляете, как вы наполняетесь энергией гармонии, изобилия, достатка, как вы должны себя чувствовать, что вы творец, что вы архитектор своей жизни. В общем, вы должны себя представлять и мыслить то, что связано с изобилием и процветанием. Кроме того, сегодня очень хорошо проводить практику благодарности. Почему? Потому что именно эта практика в этот день, 4 апреля, может помочь вам усилить положительную денежную энергию. Поэтому цените все, что у вас есть в жизни, и вы сможете открыться для потока большого изобилия. Помните о том, что он есть всегда. Это, знаете, как абсолют. Это есть вне зависимости, мы хотим этого или нет. Но другое дело, что мы должны открыться этому потоку, этому светлому, божественному потоку. И тогда, конечно же, все осуществится и будет сделано только так, чтобы вам было лучше. Но не забывайте о действиях. Подумайте о том, какие вы шаги можете предпринять
предпринять именно сегодня, чтобы улучшить свою финансовую ситуацию, и действуйте смело. Если у вас сегодня первый день работы, если у вас сегодня собеседование или у вас какое-то очень важное дело, конечно же, в первую очередь попросите высшие силы, чтобы они вам помогли и направили вас на путь истины. Буквально пару секунд, не нужно там целое сочинение на свободную тему. Просто вот перед тем, как идти на эту встречу, просто закройте глаза и попросите Бога, ангелов, хранителя, высших сил, чтобы они вас оберегали на протяжении сегодняшнего дня и помогали, а также помогли вам или открыли вам глаза на то, что, возможно, вы хотите сделать, поменять в своей жизни, потому что очень часто бывает так, что человек хочет вот в данный момент что-то изменить кардинально в своей жизни, ну, например, развестись, переехать в другой город, другую страну, поменять фамилию, потому что она ему не нравится, он считает, что она кармически тяжелая и так далее, и так далее. Но в этот момент его что-то останавливает постоянно, да, возникают какие-то события, подсказки. И вот здесь вам не стоит этого игнорировать. Старайтесь, наоборот, сегодня быть с открытым сердцем. Кроме того, у нас уже солнце, тюльпаны, и вот эти цветы, это тоже несет и энергию вот любви, энергию космоса. Созерцайте, любуйтесь. Есть возможность сегодня в обед пойти на природу, пойдите. Особенно если в вашем регионе солнечная погода. Солнце – это божественная энергия. Она лечит. Как вы знаете, она может, конечно, и творить зло, но она творит и добро. У нее достаточно сильная энергия. И попробуйте ее вот начать использовать в своей жизни. Давайте посмотрим, что по лунному календарю нас сегодня с вами ожидает. Конечно же, убывающая луна у нас с вами уменьшается, да, она убывает, и, соответственно, у нас мало остается энергии. Некоторые люди, возможно, вы замечали, что они сейчас злые, пассивные, чем-то недовольны, хотят конфликтовать, ругаться, но обращаем ваше внимание, до 8 апреля осталось немножечко. Там у нас уже и закроется коридор затмений, там у нас и с вами солнечное затмение, там у нас новолуние, и вот такой вот букет, но вы знаете, вы должны понимать и то, что вы должны понимать и осознавать, что вы хотите. То есть вам нужно до 8 апреля, тут немножечко времени осталось пережить, а дальше уже двигаться к своим целям и к своим задачам. И у вас обязательно в жизни действительно будет все очень легко получаться. Главное, чтобы вы этого желали и хотели. Также у нас с вами сегодня убывающая луна в знаке зодиака Водолея. Что же нам этот день несет? Этот день несет нам инновации, свободу, оригинальность. У многих людей сегодня может проявляться такое желание изменений, стремиться к каким-то обновлениям, к каким-то нестандартным подходам к решению проблем. Это также время для общения с другими людьми, обмена идеями и вдохновления. Поэтому постарайтесь вот в этот день только искать позитив, только созидание. Если вам сложно и в вашем окружении вот люди, которые несут негатив, постарайтесь абстрагироваться, насколько это возможно, потому что вы должны понимать, что вы, если будете тянуться к негативным людям, то ничего хорошего в вашей жизни не произойдет. Кроме того, обращайтесь сегодня на свои интуитивные ощущения. Они будут проявляться сегодня в тот момент, когда вы будете расслаблены или вы вообще будете думать о чем-то другом. Также сегодня избегайте рискованных действий, конфликтов. Поддерживайте сегодня связь с друзьями, с близкими людьми. Радуйтесь. Возможно, кого-то захотите угостить чем-то вкусненьким, не обязательно какими-то дорогими подарками. Сделайте это. И в этот момент представляете, как Вселенная дарит вам определенные какие-то дары. То есть вы кому-то делаете маленькую радость, а Вселенная вам это вернет обязательно в приумноженном виде. Не бойтесь, пожалуйста, этого. На что еще стоит обязательно обратить внимание, девочки и мальчики, что этот день подходит прекрасно для очищения и регенерации, потому что в этот период сейчас наш организм легко освобождается от токсинов, от негативных энергий, а это способствует восстановлению и укреплению. Также сегодня очень хорошо делать какие-то эксперименты, возможно, если вы, возможно, рассматриваете какие-то альтернативные методы поддержания здоровья. То есть вот этот день, это очень такой вот день инноваций, день технологий, когда вы можете это все использовать для себя и во имя себя.
Также не забывайте о физической активности, но помните о том, что это не должно быть что-то, нельзя переусердствовать, нельзя загонять себя в тупик, должно быть все не спеша, по чуть-чуть, потихонечку, и тогда действительно в вашей жизни будут происходить изменения. Далее, на что еще стоит обратить внимание, девочки и мальчики, это на лунный календарь денег. Обращаем ваше внимание, не спешите сегодня тратить большие суммы денег, перед тем, как что-либо покупать, задайте себе вопрос, нужно ли вам это тратить деньги, действительно ли это вам нужно, потому что, вы знаете, сегодня тот день, когда люди иногда не понимают и не осознают, для чего они купили или приобрели ту или иную вещь. То есть люди думают о том, что вот ему понравилось, и вот нужно срочно купить. А как там будет, что дальше? Вот такого, пожалуйста, не делайте, не спешите. Лучше подождите, дождитесь, например, или выходных, или перенесите что-либо на другой день. И все по чуть-чуть, не спеша, и вы потом поймете сами для себя, что высшие силы вас отгораживали от тех или иных ситуаций вашей жизни. Теперь давайте поговорим о карте Таро. Вы знаете, сегодня выпала карта такая вот, она с одной стороны тяжелая, с другой стороны она очень легкая, это карта смерть. И это карта, которая говорит нам о том, что мы должны сделать какой-то переход, сделать преображение, когда вот старое начинает умирать в нашей жизни. И вы знаете, даже сейчас вот такое вот происходит, даже на энергетическом плане, вы видите, что уже происходит, да, и в мире, в жизни у каждого человека. Отношения, которые были вонючие, гнилые, они также уходят. В коллективе начинают происходить какие-то изменения, да. Вы сами пишете в комментариях, что вот у меня то-то и то-то происходит, а у меня то-то и то-то. Вы знаете, вот я вас слушаю, а вы говорите вот так, я сделала так, и вы знаете, у меня прекрасно, чудесно вышло. Поэтому, вы знаете, все всему свое время. Главное не спешить, знаете, делать шаг за шагом. Если сегодня это не получается, это не значит, что завтра не получится. Просто бывает так, что не все игроки в вашей ситуации, они готовы к следующему шагу. Возможно, вы готовы, вы созрели, но без других игроков это невозможно. Ну, например, самая простая ситуация, вы хотите зарегистрировать свое маленькое предприятие, да, и вам нужно, соответственно, взять полный ваш пакет документов, да, и пойти на регистрацию. Ну, вот представьте себе, чтобы это произошло, должно быть определенный действие, да, должен быть свет, интернет, например, человек, который будет это принимать, или через интернет это делать. Но вот представьте себе, этого всего нет. Значит, не все игроки готовы, или, допустим, вы еще, значит, где-то что-то происходит, какие-то события, о которых вы еще не знаете, вам стоит подождать. Поэтому сегодня, если вот есть какие-то у вас открытые дела, проекты, вот лучше сегодня этим завершайте, закрывайте. Ну, а если это не получается, то, возможно, ваш день для того, чтобы просто отдохнуть, чтобы себе уделить внимание своей семье, побалуйте сегодня себя вкусным ужином или чем-то себя удивить. У каждого, девочки и мальчики, это будет свое. Далее давайте посмотрим, что же нам говорит сегодня Архангел Михаил на этот день, 4 апреля. И вы знаете, Архангел Михаил дает нам такое вот наставление, чтобы мы были сегодня стойкими перед теми трудностями, испытаниями, которые могут сегодня возникать перед нами. Очень важно, чтобы вы помнили о своей силе, о своей мудрости. Главное, чтобы вы не поддавались отчаянию и не отступали перед теми вызовами, которые дает вам Вселенная. Также действуйте сегодня с мужеством и решимостью. Не забывайте сегодня поддерживать других и защищайте слабых. Но это не значит, что нужно всех защищать, а вы должны на интуитивном уровне прочувствовать, кому нужна ваша поддержка, ваше слово, ваш совет. Также, если вам нужна какая-то помощь, какое-то наставление, возможно, вам не хватает направления, в каком ракурсе вам двигаться, идти, делать и так далее, у людей спрашивайте, не бойтесь, вам обязательно придет ответ. Помните об этом. Ну и давайте вернемся к нашей практике, которую сегодня вам нужно говорить именно 4 апреля. Напоминаем всем, что сегодня уникальный день, он бывает очень редко, ввиду того, что сегодня у нас с вами 4 еще в конце четверка, и это, наоборот, все усиливает, вы знаете, и кроме того,
нас сегодня с вами еще денежный четверг, и планеты так составлены сегодня, что сегодня достаточно вот такой сильный по энергетике день, поэтому обязательно сегодня говорите следующие слова на достаток. Вот сегодня, что бы вы ни делали, где бы вы ни были, проговаривайте про себя. Мое изобилие и процветание. Вот просто, где бы вы ни были, где бы вы ни ходили, что бы вы ни делали, просто говорите «мое изобилие и процветание». Но помните, эти слова нужно произносить с любовью, с радостью. Если у вас плохое настроение, или вы чем-то разозлены, чем-то недовольны, вам не понравилось, что вам сегодня бонус не дали, или премию, или кто-то неправильно по отношению к вам поступил, то обращаем ваше внимание, ваша задача не заострять на этом внимание, потому что придет немножечко времени, вы поймете, что высшие силы это сделали неспроста. Так нужно было. И у каждого это будут свои причины. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии. Давайте вместе с вами пропишем следующую волшебную фразу сегодняшнего дня. 4 апреля наполняется финансовым успехом и изобилием. Истинно да будет так. И обязательно не забудьте прописать ваше имя. Возможно, у вас есть какие-то желания, пожелания по отношению к себе, к высшим силам, к ангелу-хранителю. Напишите в комментарии. Не постесняйтесь, не поленитесь. Чем больше вы прописываете, чем больше вы проговариваете, тем быстрее это все и придет в вашу жизнь. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.